Вы не поверите, но в этом доме одна квартира стоит как целый квартал в вашем городе. 400 миллионов рублей. Но самая дикая не цена. Ровно 100 лет назад здесь по этим крышам бегали абсолютно голые люди и кричали: «Долой стыд!». Сегодня я покажу вам изнанку самой дорогой улицы России – Поварской. Погнали! Я на Поварской. Эта улица всегда притягивала контрасты, деньги, власть и странные идеи. Здесь живут те, чьи имена нельзя называть, а 1 квадратный метр жилья стоит дороже моего автомобиля. Это Москва без глянца, какой ее не видят обычные прохожие. Улица Малая Молчановка, и вот он, легендарный дом со львами. Я посчитал, если вы уроните здесь чашку кофе на пол, вы буквально запачкаете плитку стоимостью в новый iPhone. Как вы думаете, кто здесь живет? Напишите в комментариях свои догадки. С виду это такой, знаете, простой памятник роскоши и пафоса. Но если копнуть чуть глубже, оказывается, в этих стенах скрыты удивительные слои истории. Почему здесь бегали голыми? Потому что в 1924 году здесь было движение «Долой стыд». Представьте, вы выходите из своего Мерседеса, ну тогда кареты, а мимо несется толпа абсолютно без одежды, с красными лентами. Даже Булгаков был в шоке. Он написал, что старушки крестились, думая, что настал конец света. Я нашел уникальные кадры тех времен. Посмотрите, как они загорали у стен Кремля. Они также маршировали по Арбату, заходили в трамваи, даже устраивали вечера «Обнаженные тела». А мне все же удалось зайти в один из подъездов. Посмотрите, как выглядит все внутри. Внутри этого дома потолки 4 метра и квартиры по 300 квадратов. Это как 10 обычных хрущевок, вложенных в одну. Ребят, серьезный вопрос. Если бы у вас было 400 миллионов, вы бы купили здесь квартиру? Или построили бы личный остров? Но Поварская – это не только деньги. Покажу один дом, из которого люди сбегают посреди ночи из-за привидений. И расскажу, как один князь проиграл все это в карты за одну ночь. Это здание посольства Афганистана, а когда-то особняк Понизовского. Следом особняк Миндовского. Кстати, первый в Москве, построенный под ключ на продажу. 5 лет стоял пустой, пока его не купил купец Иван Миндовский. Представьте, самый дорогой район Москвы, а дом стоит заброшенный 5 лет. Купцы ходили мимо, то ли боялись ауры, может быть, ценника. После революции национализировали и открыли посольство. Следом усадьба Шлосберга с характерным таким, знаете, итальянским балкончиком. Сегодня здесь находится резиденция посла Германии в России. Типичная дипломатия, миля, флаги, охрана, чистые фасады. И здесь начинается главное. Перед нами трехэтажный особняк князя Святополка Четвертинского. Белый красавец. По одной из версий все началось с кражи. Князь якобы забрал бриллианты своей жены. Вскоре она неожиданно умирает. А дальше события развиваются быстро. Дом проигрывает в карты, сам князь исчезает из Москвы. Есть версия, что он уехал в Южную Африку,
во время золотой лихорадки? Но точного ответа нет. И вот именно поэтому этот дом называют московским замком с привидениями. Говорят, духи трагической семьи до сих пор бродят по дому. Проклятие это или нет, но после смерти жены князь действительно потерял все влияние в Москве буквально за пару лет. Факт остается фактом. Богатейший человек города закончил свою московскую историю ни с чем. Вот такие контрасты. За стеной решаются судьбы стран, а здесь застыла личная трагедия. Малый Ржевский переулок, дом 6. И вот он, один из самых странных почтовых ящиков Москвы. Уже здесь видно, что район не совсем обычный, но щель оформлена как летучая мышь с расправленными крыльями. Летучая мышь здесь как хранитель тайн переписки. Это особняк архитектора Сергея Соловьева. Люблю такие находить места, вот скрытые детали, мимо которых, кстати, люди постоянно пробегают мимо годами и не замечая. Возвращаемся на Поварскую. Вы никогда не замечали, что улица Поварская инвалид? У нее буквально отрезали голову в 60-е. Почему Поварская начинается с дома номер 5? Потому что раньше улица шла от Арбата прямо от ресторана «Прага». Но в 60-е, когда прорубали Новый Арбат, первые дома просто снесли. Поэтому нумерация начинается с 5-го дома. А это церковь Симеона Столпника. И вот здесь начинаются настоящие контрасты. Справа небольшой двухэтажный дом Козловской. Редкий для Москвы готический фасад в духе середины 19 века. Смотрится очень аутентично между более крупными соседями. Сквер имени Бунина появился после сноса особняков 19 века в 80-е. Хороший пример того, как Москва меняется и теряет свои слои истории. А напротив дом Шувалова перестраивался много раз. Одним из владельцев был граф Павел Шувалов. Раньше здесь жили Пушкины. Их особняк сгорел к чертям в 1812 году. Позже отстроили этот купеческий дом, который в 1935 году отдали в Венгрии. Сейчас это институт и венгерский культурный центр. Такая изнанка есть, настоящая Москва без глянца. В следующей серии мы узнаем, почему династия Михалковых чемпионы по выживанию при любой власти и кто построил копию казино Монте-Карло. Не пропустите финал.